Привет, народ! С вами Лумэй. В последнее время я поддаюсь ностальгии, а точнее переслушиваю Jack's Kiss и Shinhwa, больше все-таки Jack's Kiss. И в связи с этим я решила пройти Try Not to Fangirl Challenge. Конкретно я попытаюсь не фангерлить на Санхуна, что будет очень проблематично, так как он мой биас, и вообще я уже проходила некоторые такие челленджи, чисто проверить свою выносливость, и, откровенно говоря, ничего не получилось. Но надеюсь, что в этот раз я все-таки пройду, и что-нибудь да получится. Jack's Kiss, fighting! И погнали! Я смогу. Спасибо. В последнее время я столько раз слушала капл, что она у меня уже в печенках сидит. 당사자 입장에서는 그냥 그 사람이 성원인 것 같다. 오래전부터 의외로 장수원이었어요. 오히려 그때 이제 우연히 어떤 술자리에 갔는데 서른 일곱 목회 도전한 핑크색 머리로 10대들까지 완벽하게 노랭이로 픽스시켰습니다. JK 대박남 강성훈. 반갑습니다. 반가워요. 네, 앉으세요. 안 그래 김선생님이 저기 좀 부동산 아줌마 그 에코스에서 내려가지고 아줌마 같네요. 야, 천정은 핑크? 어떡하지? 많이 긴장했는데 하고 나니까 좀 괜찮은 것 같은데. 힘들어. 진짜로. 입사나로 하면 안 돼. 아 그렇죠 안 해요. 말이 있어. 죽을 것 같아. 있잖아. 말이 있어. 죽을 것 같아. 있잖아. 내가 너를 좋아. Честно, в такие моменты мне стыдно. 이만큼 내가 너를 사랑해. А, я не могу.
Да, это было так немного коротенечко, но... Да. Меня пробрало немножко меня пробрало. Если честно, когда я вижу, когда айдолы начинают игёшничать, там их просят там спеть всякие вот эти вот песенки а-ля Гуэмисо и так далее, и так далее. Ой, мне их так жалко. Ну, ладно, человек, который реально, ему нравится это, да, и он весь такой вот, такой весь прям. Ну, даже в этих случаях, это так как-то неловко, прям, аж, вот как говорят, да, пальцы скручиваются, вот, действительно так и есть. Что до Санхона, господи, этому человеку 37 лет, боже мой. Не намного старше меня, но все равно. Вот так вот, я не знаю, как он это вообще это делает. Я бы умерла со стыда, честное слово. Я не могу так. У него характер такой, я думаю. Ему достаточно улыбнуться, чтобы там прям просто ты растекся лужицей, потому что действительно такой позитивный настрой он несет в себе, и это так классно. Вообще я познакомилась первый раз с X-Kiss. Ой, ну что-то давно. Ну, несколько лет назад точно. Когда у меня настал период... Немного я отошла от кей-попа, потому что я уже наслушалась всех этих молодых мальчиковых групп, присытила какой-то свой уровень. Я начала копаться, вообще смотреть, откуда там что у них появилось, какие были первые группы, и я наткнулась на Шинхва. Да, они мне понравились, действительно, я некоторое время прям слушала, а потом возникли как-то так окольными путями X-Kiss. И я посмотрела и думаю, блин, что же я услышала? Я услышала Помса. Я думаю, блин, я уже слышала эту песню. Где я, правда, слышала, не помню, но я уже слышала эту песню, так это они ее поют. Сначала я не понимала их название, потому что я только слышала, как их называют, X-Kiss. Да, и я думаю, боже мой, как же это пишется, как это вообще загуглить? Оказалось, что они X-Kiss, и это немецкое название. Для меня это был немного, конечно, шок, но все-таки... Каково было мое разочарование, когда я узнала, что они распались. Это было просто вот такое... Эй, я же только начала вас любить! Что происходит вообще? Ну и периодически я все-таки возвращалась к их песням, да, переслушивала, пересматривала. Просто потому, что мне действительно нравились они и их звучание. Хотя звучание того времени, оно такое немного прям вообще попсовое и электронное. Естественно, боже мой, это только нулевые, а там все такое было. Но что должна сказать? Действительно, они оставили след вообще в моем увлечении кей-попом. И тут я узнаю, что они возвращаются, что их взяли на Infinity Challenge. Я была в таком шоке, правда, потому что, максимум, что я могла видеть, да, это там, как Дживон снимается в кино, да, выпускают там они некоторые релизы, и все, в принципе, чем я могла довольствоваться. Все, на этом все заканчиваю. Про Санхуна я вообще молчу, потому что у него довольно был сложный период в жизни, и мне его искренне жаль, но у всех бывают трудности, и их нужно пройти. И я рада, что он их преодолел. И когда я узнала, что они возвращаются, просто я была в таком восторге от этого. И я не могла поверить, что это действительно происходит наяву, что они не просто там, да, появляются по отдельности где-то там в шоу-бизнесе, а действительно они возвращаются. Конечно, мне было очень жалко, что Ко Джи Йон не присоединился к ним, но я его абсолютно понимаю, потому что когда ты 16 лет живешь одной жизнью, и потом бабах, тебя снова возвращает в твое старое прошлое, когда у тебя уже есть эта устоявшаяся жизнь, когда у тебя есть хорошая работа, да, тебе она нравится, у тебя близкие люди вокруг, то есть
у тебя все течет так равномерно и плавно, то, конечно, ты навряд ли захочешь что-то менять. Но я очень рада, что он все-таки пришел на Гюрелла концерт. Действительно. Я была так рада его видеть. Они вообще практически не изменились. Ну, про Санхуна я вообще молчу. По-моему, его заморозили в 2000 году. И вот только сейчас разморозили, потому что ну, не может человек под 40 лет выглядеть так. Ну, наверное. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Наверное, это гены или что там, или великая корейская пластическая хирургия. Но хотя сомневаюсь, что он что-то делал. Скорее всего, это просто какие-то процедуры, но действительно просто вот как будто его из прошлого копировали и вставили. Другие тоже не изменились. Конечно, они повзрослели. Ну, 16 лет это срок. Это долго. Но я прям ощущала их. Вот это безудержное счастье. То, что они наконец-то вместе. Это было так здорово. Серьезно. Думаю, я бы реально там изрыдалась бы. Если бы вот так вот произошло со мной. И когда они все-таки реально вернулись, это был просто подарок небес, я думаю. Ну, пора заканчивать мои болтушки. Вообще, мы здесь собрались для челленджа, а я тут ушла в какие-то далекие дали. Надеюсь, что вам понравилось. И пишите в комментарии, прошли ли вы, если вы как-то относитесь к Jack's Kiss или к Кан Сон Хуну. Мне будет интересно узнать. Спасибо создателю этого челленджа, что все-таки я смогла испытать себя. Обсуждайте. Если вам понравилось, ставьте лайки. И до новых встреч!